Привет, кожаные мешки. Не пропускайте следующую минуту. Тут будет важная для всех вводная информация. К вашему вниманию предоставим с кожаным цикл видео о том, как безвозвратно удалять информацию с накопителей. А временами я буду делать вставки, если кожаный что-то забудет. Дисклеймер. Очень прошу отнестись с максимальным вниманием и осторожностью в использовании к тому, что будет показано в этом цикле видео. Данные методы имеют смысл только в моменты, когда нужно стереть информацию так, что даже око Саурона, умноженное на Шерлока Холмса в квадрате, не смогло отыскать ее на накопителе, над которым была проведена данная процедура. Используйте знания с умом. Видео основано на горьком опыте безвозвратно стертых данных почти на 200 гигабайт. Шалом! Сегодня мы с вами посмотрим, даже, наверное, не посмотрим. Возникла у меня мысля по поводу того, что есть же накопители, которые продаются. Там флешки, диски и прочее, причем бэушно. И YouTube наполнен просто видео о том, как это все покупается, как восстанавливаются данные, информация, какие-то личные файлы. И по факту предъявить-то тому, кто его купил, нечего. И первым нашим подопытным будет microSD карта как один из видов накопителей, потому что проблема заключается в том, что виноват тот, кто продает и не умеет за собой подчищать хвосты. Поэтому мы подумали, и я решил, что есть смысл показать, посмотреть, как будут себя вести разные накопители после того, как с них безвозвратно удаляешь информацию. При этом, нужно понимать, что данный процесс достаточно ответственный, так как накопитель может выйти из строя, а информация, которая удаляется, она не восстановится. Поэтому прежде чем это делать, хорошо подумайте. В очередной раз отложите то, что хотите форматнуть безвозвратно. Еще раз подумайте, потому что эта информация, если обычным удалением через корзину правой кнопкой мыши и удалить, или даже через Shift Delete безвозвратное удаление, удаляется только, скажем так, файл в самой системе, но физически он на диске находится, то здесь его восстановление будет фактически невозможно. Поэтому хорошо подумайте, прежде чем делать. Были разные опыты по восстановлению, и есть чем поделиться. Суть безвозвратного удаления данных заключается в том, что на том месте на жестком диске или на всем жестком диске, где физически находились данные, многократно перезаписывается последовательность единиц нулей, таким образом, что восстановление первоначальных данных практически невозможно. Такое перезаписывание данных осуществляется с использованием различных алгоритмов. Скажем так, я нашел самый актуальный вариант скрина, где можно, по крайней мере, рассмотреть, какими алгоритмами это производится и сколько проходов. Там от 1 до 35 проходов. Итак, меньше слов, больше дела. Флешка уже в ноутбуке. Как видим, она 4 гиговая, она пустая, на ней абсолютно ничего нет. Поэтому открываем нашу программку для восстановления. Для того, чтобы понимать, сколько она восстановит. Использованные программы — это не реклама, это то, чем лично пользуюсь я. Их есть очень много. Поэтому каждому есть смысл выбрать что-то свое. Важно, очень важно, ставим именно Deep Scan. То есть на русском это глубокое сканирование. В противном случае оно восстановит не все, что может восстановить, а только то, что было удалено за последнее время. Ну и будет задан резонный вопрос, сколько это занимает по времени. Но так как в данном варианте я захватил системное время операционной системы, поэтому вы там в принципе сможете плюс-минус посчитать, что по времени это было, а в дальнейших роликах я буду просто прикреплять тайм-коды.
И случилась магия. На 4-гиговой флешке нашлось почти 20,5 гигабайт данных. Понятно, что это битые файлы, так как флешка не использовалась больше 4 лет назад. Но тем не менее, что-то там нашлось. Ну, а теперь делаем низкоуровневое форматирование флешки для того, чтобы стереть все, что есть, и потом проверим, есть ли на ней что-то или ничего не осталось абсолютно. Как и ожидалось, магии не произошло. Ни одного файла найдено не было, поэтому будьте внимательны, прежде чем удалять. Музыка, остановись. Мы кое-что сказать забыли. Не забудь подписаться, что-то написать внизу и поделись с другом полезной информацией. Тут делает годный контент. И даже удаленный файл — это не самое главное. Берегите себя, любите близких, мойте руки с мылом.